до тишины, до могил была жизнь. Смех на улицах Киева, песни на полях Беларуси, хлеб на каждом столе, от Кавказа до Каспия. Советский Союз, один из величайших союзов, когда-либо созданных человечеством, был жив. До утра 22 июня 1941 года, когда все изменилось. «22 июня 1941 года в 3:15 утра нацистская Германия начала крупнейшее военное вторжение в истории человечества. Адольф Гитлер назвал его «Операция Барбаросса». Более 3,8 миллиона солдат стран оси, немцев, итальянцев, румын, венгров, финнов одновременно пересекли советскую границу по фронту протяженностью 2900 километров. Цель была простой и жестокой – уничтожить Союз Советских Социалистических Республик за 10 недель. Они ошиблись. Советский Союз – это был не просто Россия, это был союз 15 народов, каждый со своим языком, культурой и историей, но с одним общим духом. От гор Грузии до степей Казахстана, от лесов Белоруссии до пустынь Туркменистана каждая республика откликнулась на призыв. Они воевали не как русские, они воевали не как узбеки или армяне, они сражались как советские люди. Масштабы советской мобилизации были беспрецедентными в истории человечества. 34,5 миллиона советских солдат прошли службу в годы войны, 1500 плюс заводов были эвакуированы на восток в течение нескольких месяцев. Для бесперебойного производства оружия 800 тысяч женщин служили в боевых частях снайперами, летчицами, медсестрами, членами экипажей танков. Сотни тысяч подростков солгали о своем возрасте, чтобы попасть в армию. На полях сражений использовали даже лошадей, верблюдов и собак. Не только солдаты, инженеры, крестьяне, учителя и дети вносили вклад в советскую военную машину. Это была не просто военная война, это была народная война. Но у победы есть цена, и советский народ заплатил ее сполна кровью. Всего погибших от 26 до 27 миллионов. Потери среди военных примерно 8,7 миллиона солдат. Потери среди мирного населения примерно 19 миллионов гражданских погибших детей. По оценкам, от 3 до 4 миллионов детей. Угнанных на принудительные работы примерно 5,5 миллиона. Советских военнопленных, погибших в немецких лагерях. Примерно 3,3 миллиона. Разрушенных городов и сел более 1700 городов. 70 тысяч плюс деревень, оставшихся без крова. Более 25 миллионов. В каждой советской семье кто-то погиб. На каждой улице был пустой стул за обеденным столом. От 3 до 4 миллионов детей так и не увидели конца войны. Советский Союз потерял не просто солдат, он потерял целое поколение. 1941 года положение было катастрофическим. Нацисты захватили обширные советские территории, Украину, Белоруссию, прибалтийские государства и подошли на 20 километров к самой Москве. Блокада Ленинграда длилась 872 дня, почти 3 года. За это время от голода, холода и бомбардировок погибло более 1 миллиона мирных жителей. В Сталинграде
Бои шли улица за улицей, здание за зданием, комната за комнатой. Весь мир был убежден, что Советский Союз падет. Советский Союз не пал. За каждой великой армией стоит великое командование. Советский Союз породил полководцев, чьи имена навсегда вошли в военную историю. Александр Василевский, маршал-начальник Генерального штаба, разработчик операции «Уран», окружение под Сталинградом. Кази Асланов, генерал-легендарный танковый командир, герой Азербайджана. Василий Чуйков, генерал-защитник Сталинград, сражался за каждый дом. Николай Кузнецов, адмирал-командующий военно-морским флотом. Андрей Кравченко, генерал-командующий танковой армией, освобождал страны Европы. Василий Соколовский, маршал-заместитель. Это лишь несколько имен, существует более 100 генералов, командиров и военных героев из всех 15 советских республик, которые отдали свои жизни ради этой победы. После Сталинграда все изменилось. Нацистская военная машина, прежде казавшаяся неостановимой, начала ломаться. Советские заводы, эвакуированные за Уральские горы, теперь производили больше танков, больше самолетов, больше артиллерии, чем Германия успевала уничтожать. Танк Т-34 советской разработки, советского производства стал самым массовым и самым грозным танком войны. Республика за республикой советские войска наступали. Украина освобождена, Белоруссия освобождена, Польша освобождена, а затем Берлин. 30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили красное знамя над Рейхстагом, германским парламентом в самом сердце Берлина. 8 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Для Советского Союза победа была провозглашена 9 мая 1945 года, и этот день навсегда стал Днем Победы. Сегодня, спустя 81 год, мир все еще ощущает тяжесть того, что совершил советский народ. Они не просто разгромили армию, они спасли Европу от фашизма. Они спасли мир от тьмы, которой не было конца. 27 миллионов могил. Вот цена этой победы. Вот почему каждое 9 мая на землях, что когда-то были Советским Союзом, люди все еще плачут, все еще маршируют, все еще помнят. Бессмертный полк, миллионы людей, идущих с фотографиями своих погибших родственников, это не политическое заявление, это обещание. Мы не забудем вас. Советского Союза больше нет, но то, что он принес в жертву, невозможно отменить. История не спрашивает, были ли вы русским, украинцем, узбеком, грузином или казахом. История задает лишь один вопрос. Были ли вы там? Они были там, все они. И потому что они были там, мы здесь. 9 мая, День Победы, посвящается 27 миллионам, отдавшим все. Никто не забыт, ничто не забыто. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!